Привет! Ну что, новый флагман от компании Xiaomi Mi 10, который был анонсирован 13 февраля в Китае, уже сегодня можно повертеть в руках и потестировать. Пожалуй, именно этим мы сейчас и займемся, без всяких прелюдий и вводных слов. Xiaomi много для нас подготовили интересного, так что давайте разбираться. Сейчас в Китае творится просто аврал. Каникулы объявлены до марта, заводы и фабрики не работают, ну и причину, я думаю, вы знаете. Конечно, коронавирус. Из-за этого и презентацию Mi 10 пришлось проводить тоже в онлайне. Ну и, кстати, сейчас Mi 10 там просто в ажиотаже. Только они где-то появляются в продаже, сразу их раскупают. Ну и давайте по порядку. Внутри, как всегда, кроме телефона, в отдельной коробульке прячутся всякие бумажки, переходник с Type-C на мини-джек, он тут, конечно, неспроста, и прозрачный силиконовый чехол. Также быстрая зарядка на 30 Вт, ну и кабель Type-C, тут уже без сюрпризов. Чехол, кстати, приятный, не какой-нибудь сопливый, а такой из твердого силикона, который выпирающий блок из камер тоже скрывает. Внешне, особенно если смотреть сзади, просто как будто держишь Xiaomi Note 10, особенно блок из камер. Рамки у нас из алюминия со стеклом спереди и сзади, правда не с 6-м поколением Gorilla Glass, а с 5-м. У меня версия в синем исполнении, ну и смотрится очень эффектно, красиво так переливаясь на свету. На задней крышке красуется гордая надпись 5G, но в наших современных реалиях в ближайшие пару лет это еще, к сожалению, бесполезная функция. Телефон получился увесистый, да и вообще крупный, весит 210 грамм, да и ощущается так солидно. В качестве дисплея поставили Super AMOLED экран, загнутый по краям, размером 6,67 дюйма, все характеристики на экране. Перфекционистам будет грустно, потому что подбородок шире других рамок и симметрии нет, но вообще он такой небольшой. В целом экран очень сочный, конечно, он производства Samsung и с большими углами обзора. Даже под углами изображение практически не искажается. При ручной настройке максимальная яркость получается в районе 800 нит, а вот при автояркости максимальные значения уже в районе 1100, что прям хорошо. Коэффициент пульсации, кстати, на удивление небольшой, самые большие значения, как обычно, показываются на яркости примерно 30% и достигает 60-70%, что в общем-то немного. К тому же в настройках можно выбрать еще и DC-димминг, с ним становится, конечно, получше. За что многие могут немного побомбить, экран не без вырезов. Фронтальную камеру поместили в небольшом отверстии диаметром 4 мм сбоку экрана. Многие топят за выдвижную фронтальную камеру, но мне, если честно, такое решение не очень вызывает доверия. И как раз пока вот такие небольшие дырки в экране кажутся вроде нормальными. Еще из-за выдвижных камер влагозащиты нет, но что это я, в Mi 10 ее тоже не завезли. Кстати, на канале каждые 2 недели разыгрываем разные гаджеты, поэтому подпишись, чтобы не пропустить следующее видео, ну и конечно досмотреть это видео до конца. Подэкранный сканер отпечатков пальцев довольно шустрый, и понравилось, что если палец приложить как бы боком, он чуть медленнее, но все равно среагирует. В это трудно поверить, но это, наверное, первый смартфон от компании Xiaomi, который действительно работает плавно и без тормозов. Этому есть несколько причин. Во-первых, экран с частотой обновления 90 Гц. Во-вторых, скорость отклика сенсора 180 Гц. И если в Redmi K30 120 Гц ему вообще никак не помогало, Mi 10 в плане анимации стал реально хорош, но до OnePlus и iPhone все же еще немного не дотягивает. При запуске и сворачивании чего-то тяжелого, да взять тот же Shadowgun Legends, подергивание все же есть, но относительно того же Xiaomi Mi 9T Pro разница просто налицо. Немного пройдемся по корпусу. Как было понятно из комплектации, 3,5 мм джек убрали, Xiaomi все-таки сломалась, но хоть и порт оставила, телек все еще можно попереключать. Из фишек теперь есть стереозвучание, динамики звучат громко, но вот не сказал бы, что есть какое-то кардинальное отличие в том же с Galaxy S10, но в общем звучание на уровне. И вот, кстати, чего не ожидал, хоть об этом и было сказано на презентации, но вот вибромоторчик Xiaomi поставили просто пушка-бомба, очень приятный. И вот с этой незначительной деталью теперь особенно ощущается, что у тебя в руках флагман. Xiaomi лишила нас 3,5 мм джека, но это еще не все. Слот теперь тоже на 2 сим-карты без возможности поставить карту памяти. Но хорошо, что минимальная память теперь на 128 гигабайт. И если в обычном Mi 10 максимальная конфигурация 12 оперативной и 256 встроенной памяти, в Mi 10 Pro есть уже вариант 12 512 гигабайт. Память при этом UFS 3.0, прям как в Galaxy S20. Да и оперативная память тоже на уровне LPDDR5. И вот если по внутренней памяти вопросов особо нет, у Mi 10 скорость чтения больше 800 мегабит в секунду, в то время как у S10 300. А вот оперативная память показала странные цифры. LPDDR5 у Mi 10 показала 17,5 мегабит в секунду, а LPDDR4X у Samsung показала 24,5. Если знаете, в чем дело, пишите в комментарии. Кстати, о различиях между прошкой и обычным Mi 10.
Яркость экрана не 1100, а 1200 нит, при этом Xiaomi пообещали, что в прошке будет еще и более точная настройка цветопередачи. Естественно, различается набор камер. Их также 4, но основного модуля добавился лазерный автофокус. Появился телевик с гибридным оптическим 10-кратным зумом, все характеристики на экране. Конечно, на борту всем этим заправляет 865 Snapdragon, самый топовый на сегодня процессор. Ну и тут излишне про него что-либо говорить, запасы по мощности просто с запасом. 550 тысяч баллов в Antutu, в тесте на Throttling, кстати, производительность падала максимум до 80%. Call of Duty на ультра настройках со всеми сглаживаниями 60 FPS выдает просто на изи, игрушка идет вообще без тормозов, что логично. Shadowgun Legends выдает вообще в среднем 80 FPS, тоже на ультра, но вот все равно в некоторые моменты все же видны легкие тормоза. Тут уже, я думаю, скорее оптимизация игры сдает. Конечно, все это дело не должно сильно нагреваться, поэтому в Mi 10 в качестве охлаждения поставили теплоотводную трубку с 6 слоями графита. И честно, я думал, это какой-то маркетинг. Но даже после 2-часовой нагрузки в Shadowgun Legends на ультра корпус в самом горячем месте был всего 38,5 градусов, так что с охлаждением Xiaomi реально поработали. Вон вспомнить хотя бы Xiaomi Mi 9T Pro, там игрушка разогрела телефон аж до 46 градусов. Ну и наконец-то в Mi 10 появилась беспроводная зарядка, но она пришла не одна. Вместе с ней теперь есть и реверсивная беспроводная зарядка на 10 Вт, можно в пути поподзаряжать какие-нибудь наушники или часы. Что удивительно, естественно, у меня китайская версия телефона, исключительно с китайским и английским языком и всяким ненужным китайским софтом, но даже в ней Google Pay работает. Обычно китайские версии в этом плане как-то урезаны. Камеры, их тут 4 штуки, чтобы не мучить цифрами все характеристики на экране. В 124 балла оценила DxOMark камеру в Mi 10, правда версию Pro. Таким образом, Xiaomi на 1 балл обогнала Mate 30 Pro и является сейчас номером 1 по фото среди смартфонов. Конечно, все это дело нужно тестировать более детально, но то, что Samsung Galaxy S10 в пролете, это очевидно. Как и в Mi Note 10, здесь на основной камере тоже присутствует грип, глубина резко изображаемого пространства, то есть так называемый эффект в боке можно получить просто за счет физической оптики, без всяких программных размытий. Все исходники я оставлю по ссылке в описании, можете сравнить более детально. Естественно, Xiaomi в тренде, так что Mi 10 поддерживает 8К видео, только нахрена и кому это нужно, пока непонятно, чисто маркетинг. Да и кстати, если снимать именно в этом режиме, стабилизация в нем не работает, да и вообще видео выглядит каким-то дерганым. А вот 4К 60 кадров в секунду смотрится уже прям хорошо. Вся эта роскошь подпитывается аккумулятором на 4780 мАч. С помощью родного блока питания на 30 Вт Xiaomi на презентации обещала зарядить до 100% за 56 минут, но у меня получилось где-то час 20, что в общем-то для батареи такого объема тоже неплохие цифры. В тесте на разряд Shadowgun Legends на ультра настройках и максимальной яркости Mi 10 тоже показал вполне бодрые цифры. При такой достаточно жесткой нагрузке он выдержал почти 5 часов. Обычно телефоны в таком режиме еле доживают до 4. В обычном режиме, я думаю, можно будет из него выжить где-то, наверное, дня 2, но это еще нужно походить. Самый интересный вопрос цены на презентации Xiaomi показал, естественно, на последнем слайде. 37 тысяч рублей, если переводить юани на рубли, стоит минимальная версия 8/128 гигабайт. Но все мы понимаем, что за эти деньги этот телефон нам не купить. В России глобальная версия появится только в апреле, а сейчас на Алиэкспрессе минималка стоит 41-42 тысячи рублей, что в принципе вполне себе, особенно если вспомнить, что недавно анонсированный Galaxy S20 Ultra обойдется вообще в соточку. Итого из минусов получается нет влагозащиты, вообще никак нельзя поставить карту памяти, что тоже минус, а вот 3,5 мм джек еще можно кое-как пережить. Плюсов, конечно, сильно больше, но вот из того, что не лежит на поверхности типа 865-го Snapdragon, очень приятная вибра, прям не ожидал. Относительно самсунгов ценообразование Mi 10, конечно, радует, но относительно своих прошлых флагманов видно, что Xiaomi прям отчаянно старается залезть в топовый сегмент как начинкой, так и ценой. Хотя, в принципе, за свои деньги они предложили вполне неплохие фишки, осталось это дело только тщательно протестировать. Кстати, через пару дней на канале выйдет обзор крутых наушников почти за 100 баксов Anker Liberty R2, ну и если вы досмотрели это видео до конца, мы их разыгрываем. Условия, как всегда, будут простые: лайк, подписка и комментарий. В комментарии напишите, как вам вообще Mi 10, что прям дико зашло, ну или чего реально не хватает. Итоги подведем, как обычно, через пару недель в прямом эфире, более подробно в описании. Я пошел дальше тестировать Mi 10, ну а вам удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!